Эту историю рассказал житель города Мартинсбург, штат Вирджиния, США. Однажды утром он увидел очень пожилую женщину, которая медленно шла по дороге. Молодой человек сначала испугался, потом хотел было объехать ее и проехать мимо, но в последний момент все же решил узнать, все ли в порядке у старушки. Когда машина поравнялась с бабушкой, водитель опустил окно и спросил, все ли хорошо. Она ответила, что просто идет в магазин, который находится в городе Хеджесвиль. «Я ушам своим не поверил», — вспоминает водитель. На машине до Хеджесвиля можно доехать за 10 минут, но пешком между тем, женщина пояснила, что она сама из Хеджесвиля, но после смерти сына ее поселили в Мартинсбурге, где она совсем никого не знает. Водитель пожалел старушку и предложил подвезти ее. Она села в машину и за 10 минут пути рассказала молодому человеку о своей жизни. Ее зовут Изабель, ей 93-го года. Она коренная американка. Первый раз ее выдали замуж, когда ей было 13 лет. У нее было 5 мужей, и она пережила их всех. Она была потрясающей рассказчицей. В ее словах было столько юмора, столько жизни. Говорит молодой водитель. Молодому человеку так понравилось общество Изабель, что он решил поработать ее шофером. Он довез женщину до магазина и сказал, что будет ждать ее, чтобы отвезти обратно. Каково же было его удивление, когда Изабель вернулась в машину с одной единственной покупкой — банкой растворимого кофе. Ради нее она собиралась несколько часов шагать из одного города в другой. Когда они направлялись обратно в Мартинсбург, старушка вдруг спросила, «А ты знаешь, где я живу?» Оказывается, она не могла вспомнить свой собственный адрес. Молодой водитель ответил, «Не знаю, но давай будем просто ехать, может быть, вы сами вспомните». Он не злился на женщину, тем более, что она уже продолжала рассказывать ему о своей невероятной жизни. Изабель рассказала, что в 12 лет работала на ферме и встретила там молодого человека, которого любила потом всю жизнь. Но им не суждено было вместе, а она была краснокожей, он — белым, и отношения между ними были запрещены. По дороге женщина вспомнила свой адрес. Когда машина остановилась рядом с домом, она сказала водителю, «Я не знаю, откуда ты пришел, но я очень благодарна, что ты здесь». Молодой человек оставил старушке номер своего телефона на случай, если ей снова нужна будет помощь. Позже, рассказывая эту историю на своей странице в социальной сети, молодой человек написал, «Скорее всего, она не позвонит, и я больше никогда ее не увижу. Но время, которое я провел с ней, было самым удивительным приключением, что мне доводилось пережить. Вместе с ней я отправился в прошлое, в ее мир, о котором совсем ничего не знал. Я надеюсь, у нее все хорошо. Она замечательная. Порой самые простые решения оборачиваются невероятными открытиями.